по-гималайски. Хотя зимой здесь можно встретить снежного барса. Шам-Вэлли называют самым легким треком в Ладакхе. Звучит идеально. Монастыри, деревни, зеленые оазисы и почти никакого экстрима. Но на деле все оказалось сложнее. Пыльные дороги, жара, странные цены в гестхаусах. И вдруг настоящий рай у ледяного ручья. В этом фильме я честно покажу, стоит ли идти по долине Шам. Я еду через Индию к Гималаям, от шумного Дели и дорог Манали к Ладакху, древним монастырям и далекому Занскару. Это путь в другую Индию, возвращение в Шамбалу. Если спуститься к этой арке, то напротив молитвенных барабанов можно найти остановку автобусов и там сесть на маршрут, который идет мимо монастыря Спитук. Монастырь Спитук. Монастырь очень живописно расположен рядом с аэропортом города Лех. И оттуда можно каждое утро наблюдать посадки и взлеты пассажирских самолетов. Тишина и покой. Закрыто. Удалось немножко подглядеть закрытый храм. Там уже два храма на горе. Ну, такие современные построечки, но внутри какая-то пещерка. Спитук – это кошачий монастырь. Единственное место в Индии, где живут кошки. Это вид с храма Спитукского оазис. Аэропорт, но, к сожалению, все пассажирские самолеты сегодня отлетали.
Монастырь Спитук – очень сильное атмосферное место, к посещению обязательно. Остановка автобуса находится внизу на улице, поэтому к монастырю придется минут 20 подниматься, а потом снова спускаться и ловить проходящие в сторону Ле автобусы. На следующий день была задумана пешая двухдневная прогулка, которая называется «Прогулка по долине Шам». Ну вот, это знаменитый туристический аттракцион слияния двух рек – Индуса и Занскара. Маршрут начинается с посещения знаменитого монастыря Ликир. Семиметровая статуя Будды Мантреи, грядущего Будды. Вот у него всегда цветочки есть сзади. Чили. Здесь очень старые барабанщики. В каждом барабанщике внутри находятся мантры. Обычно Ом Мани Падме Хум. Такие свитки, скрученные, туда вставленные бочоночки. Ты вертишь барабанчик, и молитва уходит наверх. Рядом венгерская группа. Вау, как здорово. Перед каждым монастырем всегда стоит такой флаг с молитвами. Чуле. Очень красивый монастырь. Звучит нестройный хор детских голосов. При монастыре есть школа маленьких лам, где учатся 30 учеников. Дальше в классическом треке полагается идти пешком до деревни Янгтанг 10 километров. Но можно немножко сократить эту дорогу на такси, потому что маршрут идет между пыльных, жарких гор. И пеший трек можно начать в зеленом оазисе недалеко от деревни Саспочи. Цель маршрута за эти 2 дня дойти до деревни Умис Шукпачан.
и оттуда на такси вернуться в Лех. Такой мини-вариант самого легкого Чуле. трекингового маршрута в Ладаке. Соспоце. Thank you. Отжуле. Такая дорожка. Дорога. Там древний храм. Ничего не слышите, наверное? Вот этот странный камень-храм. Наверное, это типа что-то чертена. Ну вот она, первая деревенька. Суспоце. Сумпочи. Я не знаю. На самом деле, в эту деревню не обязательно заворачивать, смотреть в ней нечего. Хотя зимой здесь можно встретить снежного барса. Трек называется Шам-Вэлли трек. Долина речки Шам. Нужно было от перекрестка идти сразу по направлению к деревне Янгтанг. Вот так нормальные люди делают треки. А вот где туристы идут, оказывается. Внизу. Вариант дороги для экстремалов. И для тех, кто не любит дорог черных, как я. Наконец-то показалась деревенька Янгтанг. Цель сегодняшнего дня. А пока небольшой отдых на перевале с созерцанием потрясающих гималайских панорам. Идиллия тибетская. Джиле. Здравствуйте, местные жители. Ну, помычи, помычи. Спасибо. Это значит добро пожаловать. Чудесная деревенька Янгтанг. Теперь надо поселиться. Julie, do you have a homestay? Homestay. Yes. Homestay, Anna, you tell her. Интересная деревенька. Очень любопытные крыши, утепленные корнями, травами. С поиском жилья возникли трудности. В принципе, мест полно. Каждый дом предлагает постель. Туристов нету. Но почему-то ценник гораздо выше, чем в Ингшете и Фатаксаре. Несмотря на то, что здесь есть и дорога, и цивилизация, и проблем с продуктами, и с чем-либо еще у них нет. 20 евро, 25 с человека за комнату с топчаном и тибетским туалетом снаружи, горячая вода и электричество только вечером 2 часа. Плюс момо на ужин и чай с тостом и джемом на завтрак.
В Линшете подобное стоило 10 евро. Кругом на заборах лежат коровьи какашки. Это у них и строительный материал, и отопительный материал. От желе. Сонда. Классный вид здесь. Трусы на веревочке чьи-то. А сзади Гималай. Гестхаус был забит путешественниками, и к ужину всех позвали к 6 часам. Ну что, кашу давайте. Так мило, два мужчины лепят пельмени. Короче, это мумон, это бульончик куриный, а это замазка из кориандра, чеснока и томата. Приятного аппетита. День второй трекинга по Гималаям. Деревня Янгтанг. Ну вот еще можно так ночевать, если вдруг не хватило денег на эти жадные ночевки. Ну, в итоге удалось сторговаться мне до 17 евро. Причем нету, естественно, ни горячей воды, ни туалета, ни, в общем-то, чистоты нормальной. За любую яичницу нужно платить 100-200 рупий. На завтрак, конечно, никакой яичницы не будет. Будет просто хлеб и чай. Это в ущелье внизу так. Видимо, это и есть долина Шам. Вообще-то на карте стоит, что это всего лишь Токпо. Токпо – это на ладакском просто горный ручей, который берет свое начало в леднике. Классический вид этого трека. Попрыгунчик. Вот и дурачок. Зигзагом наверх. По маленькому шажочку. Медленно, медленно. Вот там наверху флажочки и машина с умными туристами. Вот этот трейл с деревни. На самом деле прошло только 1,5 часа. Колоссально. Время идет удивительно медленно. Прошло где-то 1:40. Высота 3870. 350, что ли, метров. Высокогорье. Со съемочками, с остановочками. Очень легко. Безнапряжно. Вот некоторые путешественники делают тур с лошадьми, палатками и гидом. Не знаю, сколько это стоит, но, наверное, это более-менее аутентично, и они не сталкиваются со всяким человеческим фактором, когда тебя хотят ободрать за ни за что. Немцы молодцы, всегда знают, как правильно.
сделать отдых. Это немецкая пара из Фрайбурга. Уже путешествуют тут недельку, наверное, может 2. А потом еще 2 недельки, то есть путешествуют дальше. Классно. Как 100 лет назад. С лошадьми. Ну вот, все новые знакомые, безымянные. Вот все они фигачат туда. Пару километров осталось к этому прекрасному оазису, называемому Хемис-Шукпачен. Стеночка с мани, с камнями молитвенными и ступами. Не знаю, видно ли. Пахнет травами классно. Шукпачан, видимо, какое-то сильное место, раз здесь столько всего понаставили. И Будду, и куча чертенов. Мани, а в тенечке греются немецкие знакомые ручейка. Спа по-гималайски. Удовольствие не от жары с веником, а от ледяной водички с видом на Гималаи. Вау. Это лучший момент этого трека. У нас вся дорожка устелена этими камнями с мантрами. Здесь лежат современные совсем. Деревушка Шукпачан, безусловно, жемчужина этого трека. Она очень спокойная, красивая, и в ней есть вот этот особенный буддийский дух. Но, к сожалению, от жары и от долгой дороги набралась усталость,
и захотелось обратно в отель Лех. Как вы думаете, что за куча в конце этой улицы? Это оно и есть. Коровьи какашки очень важны для хозяйства, как я уже говорил. Возможно, и спектр их применения гораздо шире, чем я думаю. В деревне есть где походить, где полазать, что-нибудь посмотреть, открыть для себя новое. Но таксист уже ждал рядом с Буддой, и нужно было идти навстречу с ним. Деревенька спокойная, но очень симпатичная. Какие же впечатления от этого трека? Неоднозначные. Наверное, в этот трек нужно идти в прохладное время года, когда пейзажи более живописные, когда есть облачка, заснеженные вершины, когда по дороге можно идти, не изнемогая от жары, и чтобы было поменьше пыли. Хорошо бы, конечно, чтобы хозяева гестхаусов не были такие жадные, не хватало мне крестьян, которые работают в полях, в национальных одеждах, ну вот этой вот жизни, экзотики тибетской. А так, в принципе, когда есть время и нужно акклиматизироваться и отдохнуть от шума столицы, наверное, стоит сюда поехать.